Друзья, всем привет! Начало марта, и я приехал в гипермаркет Аби, который находится в городе Котельники Московской области. Давайте посмотрим вместе, что привезли для сада, огорода и дачи. Первое, что я увидел, это большое количество саженцев роз. Они уже продаются со скидкой по 269 рублей, но оно и понятно. Смотрите, практически все уже проросли. Сохранить их до момента высадки в грунт сложно, их нужно выращивать уже в отдельных емкостях, контейнерах, на подоконнике, к примеру, ну и, конечно, досвечивать. Отличный сорт черная магия, но это еще можно было бы взять, вот почка только наклюнула. Далее я увидел вот такой большой стенд или прилавок с недорогими семенами от агрохолдинга «Поиск». Базилик овощной арарат. Кстати, количество семян достаточно приличное, 3 грамма, и цена менее 10 рублей. Вот морковь, лосина островская, старый сорт известный, 2 грамма. Есть также и огурцы. Стоимость моркови 9 рублей. Но тут все семена менее 10 рублей. Обратил внимание на такие вот светильники садовые, которые заряжаются от солнца и светят всю ночь. Мини-теплички или мини-парнички, стеллажи различные для рассады и большое количество грунта. Грунт для различных растений, универсальный, 499 рублей, вот что я вам сейчас показываю. Есть также Terra Vita, многие любят этот грунт. Стоит он за 50 литров 469 рублей. Универсальный грунт, который подойдет как для рассады, так для укоренения различных черенков и выращивания саженцев. Продвигаюсь дальше, садовый рай. Здесь меня встретило просто огромное количество уже цветущих растений, которые привезли к празднику 8 марта. Давайте еще посмотрим грунт. Terra Nova. Грунта очень много. Есть большие пакеты по 50 литров, есть и поменьше, конечно. Соответственно, цены ниже. Есть подешевле грунты, есть подороже. Вот, пожалуйста, 10 литров. Стоит 159 рублей. Торфяные горшочки. Многие любят в таких выращивать рассаду. Но перед высадкой в грунт такой горшочек обязательно нужно размачивать в воде, иначе он будет все лето вот в таком неперепревшем виде. Это уже многие на это жалуются, но зато вот есть дренажное отверстие в этих горшочках. Это плюс, конечно. Напишите в комментариях, пользовались ли вы когда-нибудь такими емкостями для рассады. 149 рублей за 20 штучек. Невысокая цена, можно было бы, конечно, и взять. Но я высаживаю в другие емкости. Вот тоже хороший вариант. Кто выращивает немного рассады, цветочных либо овощных культур, можно взять такой вот мини-парник. Давайте посмотрим стоимость. 199 рублей. Там есть уже и ячейки, и лоток, и даже сверху крышечка прозрачная. А вот и садовая техника. Газонокосилки. Цены пока еще, я так понимаю, не подняли, поэтому сейчас можно купить по старой цене. Я думаю, к началу сезона цены будут гораздо выше. 6699 рублей электрическая газонокосилка.
кто выращивает газон, такие носилки, конечно, необходимы для формирования ровного, красивого покрытия, натурального, из травы. Обратил внимание на вот такие вот мини-культиваторы. Вот 8999 рублей. Для небольшого огорода, дачного садового участка хорошее решение. Рыхлит землю он не очень глубоко, но этого вполне хватает, чтобы содержать участок во вспаханном виде. Ну, небольшой, конечно. Грядочку там небольшую какую-нибудь. Для больших площадей они вряд ли подойдут. Тут уже надо использовать бензиновые. Бензиновых тоже очень много. Они, конечно, гораздо более мощные, чем электрические. И еще плюс, что у них нет проводов. Ну а минус то, что они шумно работают, и их нужно постоянно обслуживать. 37 990 рублей. Мотокультиватор Deo. Триммер электрический. 4000 рублей без рубля. Неплохой вариант. Двигатель сверху. Ну, это мощный достаточно триммер. Хорошая вещь. Ну, за 3000 можно подешевле даже купить. Обратил внимание, что много очень в этот раз выставлено ручных опрыскивателей. Они недорогие. У меня как раз недавно сломался. 159 рублей. Я, пожалуй, вот такой возьму. Огромное количество комнатных растений, в том числе орхидеи фаленопсисов. 1300 рублей. Такое растение может выступить в роли отличного подарка для девушки, женщины. В общем, все, кто любит выращивать комнатные растения, цветущие, красивые, можно купить на 8 марта такой подарок. Очень много комнатных цветов, антуриумы, цикламены. Как в оранжерее практически. Обе мне все время напоминают большую оранжерею, особенно отдел для сада и огорода. Ну и, конечно, большие стенды с семенами овощных и цветочных культур. Кстати, вот увидел такую здесь смесь трав для кошек. Думаю, возьму один пакетик. Кошки любят травку. Это витамины. Ну и чуть-чуть можно приблизить лето для домашних питомцев. 10 грамм семян. Помидоры, томаты. Очень много различных сортов, гибридов. Цены разные. Сейчас я вам показываю по 29 рублей. Томаты по 25 рублей. Есть подороже, конечно. 45 рублей томат Надежда, гибрид F1. $59 томат Екатерина Великая, также гибрид. Давайте редисочку посмотрим. Вот что-то напоминает, это мне французский завтрак сорт. Но это редис Аврора. 29 рублей. $35 редис Меркадо. Жара, старый, хороший сорт редиса. Редис Кармен. $29. Еще увидел вот такой стенд. Здесь есть очень много семян. Чуть они подороже, конечно. 55-59 рублей. Перцы. Овощные культуры в основном. Томаты. Вот интересный дизайн. Мимимишечный.
Но цены, конечно, видите, 109 рублей за 0,05 грамма. Там буквально щепотка семян. Томаты, ну, наверное, это какие-то очень хорошие сорта, либо гибриды, раз такие высокие цены. Ну и дизайн пакетика, конечно, играет роль. 60 рублей, 65 рублей. Естественно, в таких пакетиках семена будут дороже, чем в обычных белых пакетиках, бумажных, без рисунка. Интересно, темно окрашенный томат, нуар коктейль F1. Я такой не выращивал. Если вы такой уже выращивали, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение об этом гибриде нуар коктейль. С виду красивый, конечно, но это все картинки. Морковь. Гибрид не было, F1. Цена 69 рублей. «200 штук семян». Даже посчитаны. Интересно, как они их считали? Семена моркови очень мелкие. Томаты. 49 рублей. Томат дебют F1. Вот ценник перевернутый. 179 рублей. А вот те самые семена, которые были в начале выставлены, в начале магазина. Здесь также они выставлены в таких коробках, и цена у них ниже 10 рублей. Вот, пожалуйста, огурчики по 9 рублей. 15 штук. Очень недорого. Пенсионеры с удовольствием берут эти семена. 15 штучек. Есть практически все. Капуста, редиска, свекла. Вот свекла цилиндра. 7 рублей всего лишь навсего. Старый надежный сорт свеклы. Томат новичок. 9 рублей. Петрушка корневая. 9 рублей. Я в основном листовую предпочитаю, конечно. Но многие выращивают и корневую. 29 рублей. Вот видите, уже в таком красивом пакетике тот же самый сорт. Практически в 4 раза, 3 раза дороже. 3. Кто любит выращивать свою собственную картошечку, может здесь также купить и семена. Семена картошки. Вид, кстати, у них достаточно хороший. Плотные, свеженькие. 229 рублей за 2 килограмма. Несколько сортов картофеля. Можно выбрать вот красный картофель. Сорт Маяк 229 рублей за 2 килограмма. Сорт Ажур 229 рублей также за 2 килограмма. Ну и лучок, конечно, куда без него. Самый удобный вариант посеять лук севком. Лук-севок стоит Штутгартен Ризен 299 рублей за 900 граммов. Вот есть подешевле, 199 рублей по скидке. Стоит 49 рублей за 450 граммов. Сорт Штутгартен Ризен. Один из самых популярных сортов лука. Вот многие ищут такие семена, которые сразу уже прикреплены к такой ленте, на клей посажены. Некоторые сами делают, семена приклеивают на ленту, но есть такой вариант, уже готовый, 39 рублей. Удобно, не надо прореживать потом морковку. Прикопал ленту в землю, семена зашли, а лента разлагается в земле уже за лето, то есть от нее ничего не остается. Если вы пользуетесь таким способом, пожалуйста, напишите в комментариях, нравится вам или нет. Переходим к
семенам цветочных культур. Здесь их просто огромный выбор, глаза разбегаются. Давайте посмотрим маргаритки. Стоят они 75 рублей. Многие любят выращивать эти цветочные растения, красиво цветущие. Есть подешевле, за 29 рублей. Выбор очень большой. Я сразу обратил внимание на невяник, Майнфилд. Обязательно куплю пару пакетиков. Кстати, как выращивать такое растение из семян и за один год получить уже первое цветение за один сезон. У меня есть видео на канале. Ну и обязательно вам покажу еще, как я высеваю семена невяника, конкретно вот этого сорта. Вырастить легко. Растения очень декоративные. Символ солнца, любви, семьи. Хорошее растение, многолетнее. Ромашка садовая или невяник. Цинии очень много. Кто любит выращивать цинию, напишите в комментариях, за что вы любите это растение. Ну и, конечно, огромный выбор семян петунии. Разные цены. Есть подороже, есть подешевле. 179 рублей. Есть подешевле 55 рублей. 49 рублей, 29 рублей. Петуния махровая, 109 рублей. 45 рублей синяя звезда, обычная петуния. Многие любят выращивать вот такую вот махровую петунию. 10 штук семян в пакетике. Небольшое, конечно, количество. 109 рублей. Бархатцы. Я ежегодно высаживаю бархатцы рассадой. Рассадным способом их выращиваю. Высаживаю в огороде. Неприхотливые цветы. Очень красивые. Цветут практически все лето. Чем раньше высажены, тем дольше они будут цвести. Практически до самых морозов. Можно добиться цветения с июня до октября в условиях Московской области. Переходим к удобрениям. 2,5 килограмма весна-лето. Это удобрение минеральное с преобладанием азота. 399 рублей. Комплексное минеральное удобрение. 1 килограмм стоит 170 рублей. От Фертики. Средство для обработки растений от комплекса болезней Топаз. Я им часто пользуюсь. Обязательно куплю. 35 рублей. Весной нужно будет делать профилактическую обработку смородины, крыжовника, ну и других, конечно, растений от болезней и вредителей. А это биотлин. Хороший препарат, комплексный от вредителей. У него долгий срок ожидания, но для весны он идеально подходит. 9 мл 127 рублей. Старый препарат, но достаточно надежный. Опять увидел я розы. Также все уже проросшие. Мне, честно говоря, эти растения очень жалко. Не знаю, куда они пойдут, если их не раскупят. Ну и давайте посмотрим гортензии. Вот 1190 рублей за Diamond Rouge. 469 рублей. Разные цены. Диамантина. Не вижу ценника, но в принципе состояние уже у всех практически все они проросли. Их нужно высаживать в емкость, в горшок и выращивать на подоконнике. Diamond Rouge почему такая дорогая, непонятно. Сорт старый уже. Polar Bear. 659 рублей. Ну, вот такие там уже ростки. Понятно, что живое. Но в грунт-то их высаживать только в мае. Значит, нужно где-то дорастить еще. Сорт Мохито. Хороший сорт. Не новинка, конечно. Вот смотрите.
Такие корневая система там не в горшках, в пакетиках, замотанных целлофаном, либо скотчем. Все проросшие. Фантом. У меня такой сорт гортензии есть. Хороший сорт гортензии метельчатый. Не новинка. А это гортензии крупнолистные. Вот в таких горшочках. 2-литровых, я так понимаю. Да, С2. 1699 рублей. Георгины 199 рублей. Но, честно говоря, состояние самих корней, клубней вызывают у меня некоторые сомнения. Уж больно они сухие. Возможно, если вымочить в воде, то удастся их и прорастить. Купать я их, конечно, не буду. Я сам выращиваю из черенков и размножаю георгины сортов, которые мне нравятся. Лилия ОТ гибрид 249 рублей за штучку. Лилии тоже все уже проросшие. Но сохранить их еще можно в холодильнике. Места они немного занимают. Обычно их хранят на полочке для овощей. И можно спокойно сохранить до того момента, как можно будет выкопать ямку для них и посадить. Лилии морозостойкие. Луковицы гладиолусов 190 рублей за 3 штучки. Неплохое состояние. В принципе, луковки живые, не пересушенные. Но гладиолусов у меня также очень много, поэтому покупать я их не буду. Просто показываю вам цены и состояние растений. Гладиолусов очень много, выбор богатый. Те, кто любит выращивать эти растения, в Аби найдут то, что им нравится. Я уверен. Вот еще стенд с георгинами. 369 рублей. Давайте посмотрим. Ну, пересушенные. Видно, что там уже они, сложно сказать, живые или нет. Состояние не очень хорошее. 349 рублей. Вот такой цвет. Крыжовник. Сорт Сенатор. Хороший сорт. Немного на нем шипов. 399 рублей. Почки, ну, уже, в принципе, практически на всех раскрылись. То есть такой крыжовник сохранить сложно до момента высадки. Ну вот печалька, печальное зрелище. Это жимолость, которая уже начала засыхать прямо в магазине. Цены снижены, 149 рублей, но растение уже, возможно, не удастся восстановить. Но уже засохло. Смородина, обратите внимание, вся уже проросла. Вот что с ней делать? Только высаживать в контейнер и доращивать на подоконнике. 189 рублей. Большие скидки. Но не каждый решится купить такое растение. Ведь до момента высадки в грунт его надо передержать целых 2 месяца. Хвойники. Туя западная, Брабант, 699 рублей в 2-литровом горшочке. Тоже, так понимаю, со скидкой с небольшой. Ну, хорошие, кстати, саженцы. Хорошие. Состояние хорошее, ничего не могу сказать. Если бы мне нужна была туя, я бы обязательно, наверное, купил. И вот смотрите, такое вот растение. Это гиацинт. 99 рублей. Пересаживаем в большую емкость и получаем к 8 марта красивое цветущее растение. Цикламены 599 рублей. Тоже хороший подарок. Можно не покупать букет каких-то растений, роз, например, а купить вот такое красивое цветущее растение. Гораздо дольше будет радовать, чем розы. Вот в таком пакетике уместились все мои покупки. Всем большое спасибо за просмотр.